Зеленский снова требует от Запада больше, но в этот раз цифры говорят сами за себя. Дроны над Лен областью летели через Прибалтику, и, похоже, это уже не случайность. Новый премьер Венгрии приехал в Берлин и сразу поставил Киеву жесткое условие. В американском Сенате схлестнулись из-за Ирана, и один вопрос поставил Рубио в тупик. Всем привет! Сегодня без предисловий, сразу к делу. Медиашот на связи, с вами Александр. Погнали разбираться. Зеленский снова вышел в эфир, и снова с требованиями, но на этот раз за словами конкретные цифры. И между строк кое-что важное, что сам Зеленский, похоже, не до конца осознает. Начнем с главного. После очередного массированного удара украинский лидер прямо признал, противовоздушная оборона не справляется. Не потому что плохо работает, а потому что ракет для перехвата физически не хватает. К сожалению, уровень поставок для нашей системы противовоздушной обороны сейчас не позволяет сбивать значительную часть ракет. Президент страны, которая находится в активном конфликте, публично заявляет: без западной помощи мы не можем защитить свое небо. Это не риторика, это констатация факта. Украина в нынешнем состоянии не способна обороняться самостоятельно. И вот вопрос: это сильная переговорная позиция или опасное признание собственной уязвимости? Потому что потом Зеленский идет еще дальше. Он выдвигает Европе новые требования, уже не просто ракеты, а целая антибаллистическая система континентального масштаба. Очевидно, что Европе нужна собственная противоракетная система достаточной мощности, чтобы гарантировать защиту от любых угроз. Смотрите на логику. Сначала оружие, потом системы противовоздушной обороны, теперь общеевропейская антибаллистическая инфраструктура. Каждый раз планка поднимается выше, каждый раз запрос становится масштабнее, и каждый раз в основе одно и то же. Без вас мы не выживем, поэтому дайте больше. Это рискованная игра. Давить на союзников можно, но только до тех пор, пока они готовы терпеть такой тон. А терпение не бесконечное. Особенно, когда внутри самой Европы нарастает усталость от конфликта, растут счета за поддержку Киева и крепнет запрос избирателей на мир. Параллельно Зеленский поднял тему санкций. По данным Главного управления разведки, в 5 ракетах «Калибр» обнаружили 145 импортных деталей. В дронах более 17 тысяч иностранных компонентов. Цифры конкретные, и Киев активно использует их как аргумент для нового пакета ограничений. Работа над 21-м пакетом санкций в Евросоюзе ведется. Мы активно участвуем в этом процессе. Мы рассчитываем, что наши украинские предложения по санкциям будут приняты. Нужно больше инструментов. Чтобы предотвратить обход санкций, в 21-й пакет следует включить все, что ограничит российское военное производство. 21-й пакет. Уже 21-й. Каждый раз новые ограничения, новые списки, новые механизмы, и каждый раз находятся новые лазейки. Санкционная война работает именно так, и обе стороны это прекрасно понимают. На самом деле картина выглядит так. Зеленский сам признал: Украина без западной помощи не держится. И тут же новые громкие требования, новый дипломатический график на июнь, новые публичные упреки союзникам. Расчет понятен: чем громче кричишь, тем больше дают. Но в этой логике есть уязвимость. Союзники — это не банкомат с бесконечным лимитом. Это политики, которые отчитываются перед своими избирателями. И чем настойчивее Зеленский давит, тем выше риск, что однажды кто-то в Брюсселе или Берлине скажет «хватит». Тихо, без громких заявлений, но очень конкретно. Зеленский играет с огнем, и пока огонь на его стороне, это работает. Вопрос в том, как долго. Над Ленинградской областью сбито 50 дронов, губернатор Дрозденко подтвердил. Но не это главное. Главное, откуда они летели. Подлет зафиксирован со стороны Финского залива, а значит, через воздушное пространство стран Балтии, членов НАТО. И вот вопрос: когда это происходит уже не первый раз, это все еще навигационная ошибка или осознанный маршрут? Потому что история с нарушением границ НАТО украинскими дронами не новая. Раньше, когда такое случалось, реакция была предсказуемой. Официальные заявления, дипломатические ноты, призывы к Киеву лучше следить за своими беспилотниками. Украина извинялась. Все делали вид, что верят. Но сейчас картина другая. Атака на Ленинградскую область – не случайный дрон, сбившийся с курса. Это масштабная операция, 50 единиц. И маршрут снова через Прибалтику. На самом деле здесь два варианта. Либо Киев действительно не контролирует траектории своих дронов в таких масштабах, что само по себе тревожно. Либо страны Балтии негласно открыли свое воздушное пространство для украинских ударных дронов. Молча, без официальных заявлений, но вполне осознанно.
Второй вариант куда интереснее. Эстония, Латвия, Литва давно занимают одну из самых жестких позиций в поддержку Украины среди всех членов Евросоюза и НАТО. Они первыми призывали к максимальному давлению, первыми говорили о необходимости победы Киева любой ценой. Негласно разрешить транзит дронов через свое небо – это логичное продолжение той же линии. Но вот в чем проблема. Если это правда, это означает, что страны НАТО де-факто участвуют в ударах по территории России. Не поставками оружия, не финансами, а прямым использованием своей территории как плацдарма. Это принципиально другой уровень вовлеченности. Москва это понимает, и реакция с российской стороны будет, вопрос только в форме и сроках. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр приехал в Берлин. Многие в Европе ждали, ну все, Орбана нет, Венгрия наконец развернется в сторону Киева. Не дождались. Мадьяр с первых минут расставил точки. Да, он готов встретиться с Зеленским, но не просто так, с условием. Я также могу повторить, что готов встретиться с президентом Украины, президентом Зеленским. Где-то на следующей неделе, если мы действительно сможем прийти к соглашению по этим вопросам, потому что для меньшинства возможность использовать свой родной язык в детском саду, в школе, в администрации или отстаивать свои культурные права – это не что-то дополнительное. Это фундаментальное право человека. Закарпатье, венгерское меньшинство, языковые права – это не новая тема, она тянется годами. Киев последовательно ограничивал права нацменьшинств под предлогом укрепления национальной идентичности. Будапешт также последовательно этим возмущался, и смена правительства в Венгрии, как выяснилось, ничего не изменила. Но это только первая часть, дальше жестче. Венгрия не будет отправлять солдат или оружие в Украину даже при новом правительстве Венгрии. Коротко и без вариантов. Никаких солдат, никакого оружия. Те, кто рассчитывал, что после Орбана Венгрия автоматически встроится в европейский консенсус по Украине, просчитались. И вот вопрос – это принципиальная позиция, или Мадьяр просто торгуется, выбивая для Венгрии максимум перед тем, как уступить. Мерц со своей стороны говорил о новом старте в отношениях Берлина и Будапешта. Красиво. Но тут же добавил, Германия продолжит поддерживать Киев, и двусторонние споры не должны тормозить европейскую интеграцию Украины. Мы понимаем, что Будапешт хочет сначала прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства в Украине, но это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно мешать нам двигаться к цели, начать переговоры о вступлении и официально открыть первую главу для Украины уже сейчас. По сути, Мерц говорит Мадьяру, разбирайтесь с Киевом сами, но не мешайте остальным. Берлин не собирается подстраиваться под венгерский темп. На самом деле, визит в Берлин – это первый серьезный тест для Мадьяра на европейской арене. И он его прошел по-своему. Не стал другом Брюсселя любой ценой. Не отказался от венгерских интересов ради аплодисментов. Мадьяр сыграл роль прагматика, готов к диалогу, но на своих условиях. Впереди, по его словам, долгие и тяжелые дебаты. Венгрия будет конструктивным партнером, но не молчаливым. В американском Сенате сегодня было жарче, чем в Ормузском проливе. Демократы против республиканцев, и в центре спора один вопрос – кто на самом деле платит за этот конфликт? Демократ Крис Мерфи пришел с конкретными обвинениями. Его тезис простой и жесткий – американцы платят за решение собственного правительства. Блокада Ормуза, военная кампания против Ирана – все это бьет по кошельку рядового американца и лихорадит мировую экономику. Это война, и решение администрации о блокаде поставили всю мировую экономику и экономику США в зависимость от возможности заключить соглашение с Ираном. Вот почему вся страна задается вопросом, когда будет заключено соглашение. Сильный аргумент, потому что это правда. Блокада Ормуза – не абстрактная геополитика. Это рост цен на топливо, логистические цепочки под ударом, глобальная торговля в режиме ожидания. И все это, пока Вашингтон и Тегеран меряются ультиматумами. Мерфи пошел дальше, он прямо назвал вещи своими именами. Пролив закрыт из-за нашего решения вторгнуться в Иран. Это следствие наших военных действий. Рубио отвечал жестко. Вся ответственность на Тегеране. Иран минирует воды, атакует суда, держит регион в напряжении. Белый дом лишь реагирует на агрессию. Но потом Мерфи задал вопрос, который поставил Рубио в угол. Простой и конкретный. Готов ли Вашингтон разморозить иранские активы хотя бы в обмен на открытие пролива для торговых судов?
Рубио ответил односложно и без колебаний: нет, частичные уступки не обсуждались и не предлагались. Санкции снимаются только в обмен на полный отказ Ирана от ядерной программы и ликвидацию запасов высокообогащенного урана. Все или ничего. На самом деле этот обмен в Сенате – отражение более глубокого противоречия. Демократы говорят: цена слишком высока, ищите компромисс. Республиканцы отвечают: компромисс с Ираном – это капитуляция. И пока эти два лагеря спорят, Ормуз закрыт, мировая торговля ждет, а Тегеран наблюдает за американскими дебатами и тянет время. Потому что чем дольше тянется противостояние внутри Вашингтона, тем меньше давление на Иран. И в Тегеране это прекрасно понимают. Зеленский играет с огнем, давит на союзников, признавая собственную беспомощность. Прибалтика молча открывает небо для украинских дронов и делает вид, что ничего не происходит. Мадьяр приехал в Берлин и дал понять: новое лицо, старая позиция. А в Вашингтоне демократы и республиканцы спорят о том, кто заплатит за закрытый Ормуз, пока Тегеран спокойно наблюдает и тянет время. Пишите в комментариях, как думаете, Прибалтика намеренно пропускает украинские дроны или это все еще случайность. Интересно ваше мнение, читаю все. Лайк, если было полезно, подписка, если еще не с нами. Я Александр, увидимся в следующем выпуске. Пока.